Для работы понадобится готовое донышко. Диаметр донышка 15 сантиметров и в нем 36 отверстий. Купить такое донышко можно в магазине Леонардо и в других магазинах рукоделия. Также донышко можно сделать самостоятельно из простой пластиковой папки. Вот такое. Для этого нам понадобится пластиковая папка, ножницы и дырокол. Готовое донышко мы прикладываем к папке и полностью обводим его. Затем вырезаем по контуру и с помощью дырокола в нужных местах делаем отверстия. Примерно вот так. Если готового донышка нет, то рисуем донышко самостоятельно. Круг нужного диаметра и точками отмечаем центры будущих отверстий на одинаковом расстоянии друг от друга. И точно так же, используя дырокол и ножницы, делаем донышко самостоятельно. Таким образом, самостоятельно можно сделать совершенно разнообразные донышки из разного материала, разного цвета, разного размера и разных форм. Подробнее об этом смотрите в моих видео, ссылочки на которые я прикрепляю здесь же наверху. В общем, какое использовать донышко, выбирать вам. Донышко из пластика дешевле и практичнее, такую корзинку проще стирать. Таких донышек можно сделать очень много, и если вы постоянно вяжете корзинки, то для вас это будет очень интересным решением. В работе я буду использовать деревянное донышко, об этом я уже говорила. Вязание точно такое же, ничем не отличается от того, если вы будете использовать донышко, изготовленное своими руками. Также мне понадобится крючок 4 мм и полиэфирный шнур диаметром 3 мм. Вязание корзинки мы начинаем с обвязки донышка. Для этого заводим крючок в любое отверстие. Короткий кончик рабочей нити с правой стороны, отступаем примерно сантиметров 10, захватываем рабочую нить и протягиваем ее через выбранное отверстие. Протянули, придерживаем пальцем так, чтобы короткий кончик у нас не перескочил на лицевую сторону. Далее отпускаем короткий кончик, вновь вводим крючок уже в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку и протягиваем ее через предыдущую. Придерживаем так, чтобы короткий кончик у нас не выскочил, и подтягиваем его. Далее заводим крючок в следующее отверстие, вновь вытягиваем петельку и протягиваем ее через предыдущую. Подтянули хвостик, зафиксируем мы его в конце ряда. Больше он нам мешать не будет, поэтому мы свободно продолжаем обвязывать нашу заготовку. Вот так. Обвязываем полностью заготовку до конца. Пока оставляем свободным одно отверстие и встречаемся. Итак, мы провязали обвязку до конца, и у нас остается одно свободное отверстие. Заводим крючок в это отверстие и теперь захватываем не рабочую нить, а короткий кончик, оставленный нами в начале. Захватываем и перетягиваем его сначала в отверстие и затем в петельку на крючке. Перетягиваем и полностью вытаскиваем его. Вот так. Теперь следим за тем, чтобы наша последняя петелька была такого же размера, как и все остальные. Для этого немного подтягиваем ее рабочей нитью, выравниваем. И теперь нам остается замкнуть вязание. Для этого мы заводим крючок под обе стеночки первой петельки, подхватываем хвостик рабочей нити и перетягиваем его сначала вниз,
И теперь для того, чтобы замкнуть нашу красивую цепочку, мы должны этот кончик спрятать вот сюда. Таким образом сформировать соединительное звено. Вот начало этого звена. Соответственно, кончик этого звена мы должны спрятать вот сюда. Для этого с изнаночной стороны мы заводим сюда крючок. Захватываем хвостик и перетягиваем его наизнанку. Перетянули, подтянули, если нужно. Таким образом, наша красивая цепочка полностью замкнулась. И продолжаем обвязку. Крючок заводим в отверстие, из которого выходит короткий кончик нити. Заводим крючок между стеночек. Завели, захватили рабочую нить и перетянули ее на лицевую сторону. Вот на такую высоту. Для этого мы крючок размещаем перпендикулярно вязанию, вплотную, и вот на эту высоту вытягиваем петельку. Захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик без накида. Вот так. А далее, для того, чтобы наша обвязка плавно облегала донышко, мы начинаем добавлять прибавки. Прибавки мы будем делать в каждое второе отверстие. Количество прибавок индивидуально. Оно зависит от диаметра отверстия, диаметра шнура и от расстояния между центрами отверстий. Итак, у нас второе четное отверстие, и мы провязываем в него сразу 2 столбика. Заводим крючок в серединку между стеночек. Короткий кончик нити располагаем вдоль заготовки. Захватываем рабочую нить, перетягиваем ее на лицевую сторону и вытягиваем петельку до высоты петли на крючке. Короткий кончик нити у нас между рабочей нитью и между крючком. На крючке 2 петли, и мы провязываем их вместе. При необходимости поправляем каждый столбик для того, чтобы вязание было аккуратным. В это же отверстие нам необходимо провязать еще один столбик. Точно так же в серединку мы заводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем второй столбик. Вот так. Это наша первая прибавка. Далее у нас идет одинарный столбик. И следом вновь прибавка. Первый столбик и сюда же второй. Далее одинарный столбик. Аккуратно прячем кончик, чтобы его не было видно. И следом опять прибавка. Раз столбик и сюда же 2. Далее продолжаем обвязку самостоятельно. Чередуем двойные одинарные столбики и делаем обвязку до самого конца. Встречаемся вот здесь для соединения ряда. Полностью провязали ряд обвязки и теперь соединяем наш ряд. Для этого немного вытягиваем петлю на крючке. Далее заводим крючок с изнаночной стороны между первым и вторым столбиком под косичку. Захватываем петельку и перетягиваем ее наизнанку. Размер этой петельки должен быть точно такой же, как и все остальные петли обвязки. Далее, вот здесь у нас 2 ниточки. Мы заводим крючок между ними.
надеваем на крючок петельку, которую мы перетянули наизнанку. Вот так, чтобы на крючке было 2 ниточки. При необходимости рабочую нить можно подтянуть. И теперь, захватывая рабочую нить, мы 2 ниточки на крючке провязываем вместе. Вытягиваем нить дальше перпендикулярно вязанию и провязываем столбик без накида. Далее крючок мы будем заводить под верхнюю полупетельку, захватывая перемычку сзади, так чтобы на крючке у нас было 2 ниточки. Заводим крючок под верхнюю полупетельку, захватываем перемычку сзади. Теперь 2 ниточки первые провязываем вместе и вытягиваем петельку перпендикулярно вязанию до высоты петли на крючке. И теперь 2 петли провязываем вместе. Продолжаем. Петля на крючке маленькая, заводим крючок под следующую полупетельку, захватываем перемычку сзади, провязываем 2 ниточки, петельку вытягиваем до высоты петли на крючке и обязательно перпендикулярно вязанию. Нам очень важно, чтобы наши столбики располагались строго вертикально. Продолжаем. По мере вязания можно помогать формироваться нашим стеночкам, разворачивая первый ряд перпендикулярно донышку. Вот так. Сейчас самостоятельно мы провязываем полностью первый ряд и встречаемся вот здесь, для того, чтобы вместе перейти на следующий ряд. Провязали ряд до конца и теперь соединяем его. Для этого точно так же немного вытягиваем петлю на крючке. Крючок заводим с изнаночной стороны между первым и вторым столбиком под косичку. Захватываем петельку и перетягиваем ее наизнанку. Вот так. Обязательно следите за тем, чтобы был провязан каждый столбик первого ряда. Над каждой горизонтальной перемычкой у нас есть столбик в виде такой галочки. Над каждой. Обязательно проследите за этим. Вот первый столбик этого ряда и вот последний. Все столбики провязаны. Итак, переходим ко второму ряду. Вязать мы будем галочками в раскол. Для этого крючок мы будем заводить в середину каждой петельки. Вот каждая петелька у нас в виде галочки. Мы крючок будем заводить в серединку, как бы раскалывая ее пополам, так, чтобы с изнаночной стороны наш крючок тоже раскалывал каждую петельку. Вот с изнаночной стороны, если мы посмотрим, у нас каждая петелька под перемычкой тоже выглядит как галочкой. Так вот, наш крючок должен выходить так, чтобы он и с этой стороны тоже раскалывал нашу галочку и выходил в серединке под перемычкой. Вот так. Вот перемычка. И вот с изнаночной стороны он тоже расколол эту галочку. Вязать мы начинаем вот с этой петли, которая находится под нашим соединением. Вот петелька соединения, которая ушла на изнаночную сторону. Вот этот столбик нас интересует. В самую серединку мы вводим крючок, раскалываем петельку пополам. Смотрим, чтобы с изнаночной стороны крючок у нас вышел под перемычкой между стеночками. Если все верно, то тогда мы надеваем на крючок петельку, которая находится на изнанке,
И рабочую нить подтягиваем так, чтобы размер нашего соединения не отличался от других петелек по краю нашего вязания. И теперь все ниточки на крючке мы провязываем. Петельку вытягиваем перпендикулярно вязанию по длине. И провязываем первый столбик второго ряда. Вот так выглядят наши галочки в раскол. Галочка выходит из галочки точно посерединке. И продолжаем. Петля на крючке маленькая, мы помним об этом. Заводим крючок в серединку следующей галочки, раскалываем ее. Убеждаемся, что крючок вышел там, где нужно, под перемычкой между стеночек. Провязываем петельку, вытягивая ее перпендикулярно вязанию, обязательно, даже можно немножко правее, до высоты петли на крючке, и обе петли провязываем вместе. Следующая петля, вытянули, провязали обе петельки вместе. Вот так. Удобнее вязать вот так, расположив стеночки. Но если я буду так вязать, на камеру не будет видно. Вы у себя можете уже вязать так. То есть стеночки поправили перпендикулярно донышку и провязываете петельки второго ряда. Вот так. Так будет ровнее. Сейчас самостоятельно провязываем полностью ряд до конца и переходим на следующий. Итак, провязали второй ряд и соединяем точно так же, как и предыдущие ряды. Вытягиваем петлю на крючке, заводим крючок под первую горизонтальную косичку, перетягиваем петельку наизнанку. Далее заводим крючок, раскалывая первую галочку, вот эту, которая находится под соединением. Раскололи, убедились, что крючок вышел там, где нужно. Надели на крючок петельку. Хорошо подтянули рабочую нить, так, чтобы вот эта петелька не отличалась от остальных. И провязываем столбик уже третьего ряда стеночек. Вот так. И далее продолжаем вязать точно так же. И просто следим за направлением галочек. Вытягиваем нить строго перпендикулярно вязанию, донышку. И даже немножко при необходимости в правую сторону. Вторую петельку вытягиваем по длине. Вот так. Наши вертикальные ряды должны быть строго перпендикулярны донышку. Тогда картиночка будет очень аккуратной. Итак, продолжаем вязать ряд до конца. Провязали третий ряд и соединяем его.
Вот так. Далее продолжаем вязать самостоятельно необходимое вам количество рядов на необходимую вам высоту. Итак, в моей заготовочке 13 рядов. Это примерно 11 сантиметров. Для донышка диаметром 15 сантиметров такой высоты вполне достаточно. Даже можно сделать чуть пониже. И я хочу показать, как сделать последний ряд корзиночки. Итак, мы завершаем ряд соединением. Точно так же вытягиваем петлю на крючке. Заводим крючок под косичку. Перетягиваем петельку наизнанку. Далее заводим крючок вот между этих двух ниточек. Надеваем на крючок петлю. Подтягиваем рабочую нить так, чтобы по размеру соединение не отличалось от других петелек по краю изделия. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, но пока не провязываем ее. Переходим к соединительным петлям. Для этого мы заводим крючок в следующую петлю между стеночек под верхнюю стеночку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. На крючке 2 петли. И теперь последнюю протягиваем через предпоследнюю. Вот так. Далее заводим крючок под следующую полупетельку. Опять вытягиваем ниточку. И вторую петельку вытягиваем через первую, через предыдущую. И продолжаем. Петельки не затягиваем, для того, чтобы обвязка не стягивала саму корзинку. Вяжем их свободно. Вот так. Сейчас самостоятельно полностью обвязываем корзинку до конца и встречаемся вот здесь, чтобы завершить вязание. Итак, завершили обвязку, первая петля обвязки и последняя. И теперь замыкаем. Обрезаем рабочую нить, оставив небольшой кончик, достаточно вот такого. Вытягиваем ниточку через последнюю петельку. Далее заводим крючок под обе стеночки первой петли. Захватываем рабочую нить, перетягиваем ее сначала наверх. И теперь необходимо ее спрятать вот сюда, в это отверстие, откуда она и выходит. Только с изнаночной стороны и захватывая перемычку сзади. Вот так. Захватываем ниточку, перетягиваем ее наизнанку. Подтягиваем, чтобы по длине все петельки были одинаковые. И теперь остается спрятать кончик нити между столбиков с изнаночной стороны. Для этого уводим кончик вниз. И аккуратно прячем между столбиков. Любым способом. Главное, чтобы было аккуратно и незаметно. Вот так. Теперь можно кончик обрезать и слегка прижечь зажигалкой. Очень-очень слегка, чтобы не осталось темного пятнышка. Вот так.
Ну вот и все, наша корзинка готова. При желании ее можно отпарить и использовать по назначению. Если мой урок вам понравился и был для вас интересным, то поддержите меня лайком и комментарием. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.